Всем большой привет! Вы на канале Маникюр Тема, и сегодня будем делать топчик, топ маникюр к Новому году. Маникюр сегодня я таки не выполняю, точнее сегодня будет не топ маникюр, а топ дизайн, приближенный уже к Новому году. Маникюр сегодня я не делаю, сегодня будем делать сам дизайн, просто отодвинула кутикулу и буду наносить базовое покрытие. Подготавливаем ноготочки к покрытию гель-лак, и дальше я наношу базу тонким слоем. Я выбрала молочную базу, но можно выбирать также базу прозрачную, тоже можно использовать в этом дизайне именно на этом этапе. Наношу тонким слоем базу на все ноготки и просушиваю ее в лампе. Дальше я уже беру цветничок. Сегодня я выбрала вот такой вот цветничок 524 от Кота, и у меня вот такой фиолетовенький цвет. Сначала я хотела выбрать синий, но потом все-таки взяла фиолетовый и ставлю каплю на палитру. Дальше я еще раз отодвигаю кутикулу. В принципе, это делаем всегда перед тем, как наносить покрытие. И на тонкую кисть набрала капельку небольшую этого цветного лака и подвожу, вот так вот прокрашиваю возле кутикулы. Такой себе не длинной, не короткой линией, полосочкой. И дальше кистью для градиента я слегка растягиваю этот цветничок. Просушиваю первый вот этот слой в лампе, и дальше я повторяю еще раз, второй раз. Тонкой кистью набираю каплю, прокрашиваю и растягиваю кистью для градиента. Потом на свободном крае той же кистью я набираю лак этот же фиолетовый и рисую вот такую вот линию. Это не френч, просто линия, и эту линию я рисую на 4 ноготках без какой-либо растушевки и просушиваю также в лампе 1 минуту. Следующее, что я делаю, снова той же базой промазываю ноготочек, но промазывать можно не до конца, а до середины, и беру вот такой вот декор. Такие декоры, шестигранники, такие вот блестяшечки. У меня давно это тоже декор лежить в коробочці, який я не використала вже дуже давно. И в этот раз я хочу их использовать, так как близится Новый год, и на Новый год всегда что-то должно быть такое блестящее, красивое, всегда сверкающее, какие-то красные, серебристые, в общем, всякие блесточки. Эти блесточки я набрала на кисточку, смоченную в базе, и распределила вот от кутикулы и чуть меньше, чем к середине нашего ноготочка. Сразу делаю все на 4 ноготочках, оно у нас никуда пока не девается, и просушиваю в лампе. Ну а дальше я уже набрала побольше каплю уже для выравнивания и ставлю эту каплю ниже чуть-чуть, чем возле кутикулы, и ее распределяю. Я оставляю немного блесточек без базы, чтобы у нас был такой себе переходик, и дальше распределяю ее по ноготку на линию фиолетовую, вот эту на свободном крае тоже захожу, чтобы она была слегка видна. Потом поправляю это все тоненькой кистью, чтобы у нас было нормальное, хорошее, красивое выравнивание, которое контролирую под круглой лампой. Если все у нас хорошо, полимеризуем в лампе.
На всех ноготках сделала также точно выравнивание молочной базой. И дальше я снимаю липкий слой. Липкий слой я снимаю для того, чтобы приклеить сюда наклейки. Если вы не хотите клеить наклейки, то можно смело перекрывать это уже топом и оставлять так, как есть. Вот здесь на среднем пальчике у меня что-то заполимеризовалось не очень хорошо и торчит какая-то блесточка, поэтому я спилила ее пилочкой и убрала пыль с помощью безворсовой салфетки, смоченной в обезжиривателе. Дальше я хочу добавить снежинок, вот таких вот наклеечек, которые я заказывала еще в прошлом году на AliExpress. Они на клейкой основе, поэтому прежде чем их клеить, нужно обязательно снимать липкий слой, либо перекрыть топом без липкого слоя ноготочек и тогда уже клеить эти наклейки. Я на пару ноготков добавлю наклеечек, но это совсем не обязательно. Если не хотите, можно оставить вот такие вот блесточки. Тоже очень красиво смотрится, но мы все-таки продолжим. Давайте приклеивать на безымянный и на средний пальчик. Здесь вот на средний клею такую классную снежиночку с надписью «Привет, зима». Очень красиво, и нужно каучуковой базой перекрыть эти наклеечки. Обязательно их нужно хорошо перед этим выровнять, чтобы у нас не было никаких складочек, иначе они у нас будут сползать с ногтей. А на большом ноготочке, на большом пальчике сделаем дизайн чуть-чуть поиначе. Так само я перекрила базою цей нігтик і далі просушила його в лампі і знову наношу колір. Нанесла цвет в 2 слоя, потом его просушила в лампе каждый слой и дальше уже наношу базу. Кстати, базу на этом ногте я тоже наносила тонким слоем, потом я уже эту базу набираю капелькой хорошей на кисточку и делаю выравнивание сверху на вот этом фиолетовом гель-лаке. Сначала распределяю эту базу кисточкой из флакона и потом, конечно же, подравниваю, выравниваю все с помощью тонкой кисти. Сегодня в дизайне я буду использовать какую-то стразинку. Вот эта каруселька у меня уже давно-давно. Здесь сборная разных стразов, которые я покупала отдельно. Это не набор. И сегодня используем что-то из вот этих стразиков. Эти стразики я хочу приклеить на большой пальчик. И я его уже хочу сейчас перекрыть топом. Это нужно сделать, и можно на данном этапе, перед тем как клеить стразы, мы закрепляем наш цветничок. И просушиваем, конечно же, топ в лампе, после чего уже будем клеить наши стразы. Стразы клею я всегда на каучуковую базу, не на вот эту молочную, а на прозрачную. Хорошую, такую кислотную нужно взять базу. Выложила уже на ноготочек. Поправляю стразики апельсиновой палочкой, чтобы было ровненько. После того, как меня все устраивает, можно просушить в лампе уже. И еще хочу добавить вот этих бульоночек. Набираю пушером, складываю вот такую вот пластмассовую, ну, вот такая емкость для стразиков или для сыпучих каких-то дизайнов, чтобы удобно было потом высыпать в коробочку. И эти бульоночки я окунула в топ и вокруг наших стразов еще бульоночки прикрепила и просушила все в лампе. В результате вот такой у нас дизайн получается. Очень классный и красивый. Ставьте лайки, если вам дизайн понравился, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На этом у меня сегодня все. Повторяйте дизайн, если очень понравился. Всем пока-пока, до новых встреч!